Что касается банков и как сотрудники банков могут стать жертвами мошенников. Ровно так же, как и в ситуации с звонками якобы из банков клиентам, сами сотрудники банков могут получать звонки якобы от клиентов, где последние просят перевести свои денежные средства полностью или частично на счет своего супруга, либо супруги, либо благотворительный фонд, либо на счет третьего лица. Что здесь необходимо знать? Во-первых, сотрудникам комплайенс-департаментов необходимо проводить регулярные тренинги для тех, кто работает с клиентами. В рамках данных тренингов очень важно объяснять сотрудникам, что помимо подлинных звонков могут быть и мошеннические звонки. И в целях минимизировать риски мошеннических звонков сотрудникам необходимо предпринять действия для того, чтобы убедиться в подлинности звонка. Что для этого необходимо сделать? Здесь важно учитывать два очень важных момента. Первый момент – необходимо убедиться в том, что звонок действительно от клиента. Как это можно сделать? Во-первых, задать клиенту вопрос, с какого номера он звонит, сравнить данный номер с номером, который находится в клиентской базе, также попросить клиента пройти идентификацию посредством названия ключевого слова. Важно знать, что вы можете задавать абсолютно любые вопросы для того, чтобы убедиться в подлинности данного звонка. Но в любых ситуациях, независимо от природы ваших вопросов, вы всегда должны сами перезвонить клиенту именно на тот номер, который находится в клиентской базе. И здесь как раз-таки важно, чтобы у вас клиентская база всегда была обновленной. Второй момент, который необходимо знать, это то, что очень важно убедиться, что на клиента не оказывается психологическое или физическое воздействие. Практика такого рода очень популярна в Европе, и жертвами в основном становятся уязвимые клиенты или, как их в английском называют, vulnerable clients. Уязвимыми они могут быть либо в силу своего психоэмоционального состояния, либо в силу пожилого возраста, либо и то, и другое. Как убедиться в том, что на клиента не оказывается воздействие? Здесь пожелание ко всем комплайенс-специалистам: во время проведения своих тренингов учите сотрудников по работе с клиентами общаться со своими клиентами, проявлять бдительность, не спешить моментально исполнять инструкции клиентов, не убедившись в подлинности данного звонка и намерениях клиента, минимизируя тем самым риски. Как убедиться в подлинности звонка? Как я уже и говорила ранее, посредством встречных вопросов, задаваемых клиенту, сопоставления возраста клиента и вероятности оказания на него психологического воздействия, установления взаимосвязей между клиентом и третьим лицом, на чей счет клиент хочет перевести денежные средства, а также попыткой сопоставить пазл в ясную картину, чтобы у вас выстроилось понимание того, что данный звонок является легитимным с точки зрения намерений клиента. На этом мы закончим. И если у вас есть вопросы, как всегда, пожалуйста, оставляйте ваши комментарии. Всего доброго, до свидания.